Привет, семья дорогие, жду вас в прямом эфире. Сейчас я кофе себе заварю, а то что-то подключаться, да? Как опять всегда мы здесь в какой-то мертвой зоне, у нас не хочет подключаться им прямой эфир. Но сейчас он подключится. Все-таки есть, да? Один уже зритель, два, это просто герой. Да, сегодня тема прямого эфира. Как не облажаться, когда начинаешь? Что делать вообще? Что делать? Как жить вообще? Что делать? Что делать? А все это к тому, что с вами Ольга Патракова там, да, это я, тортики от Одри, вот у меня вот логотип, сейчас я к нему повернусь лицом, вот, чтобы вы тоже на него посмотрели, счастливые и довольные. Кофе я заварила, ура! Вот, в Москве минус 11 градусов, говорят, будет еще холоднее, вообще мы ждем типа холода, да, сегодня вот посмотрите на рабоче-крестьянскую косичку, да, и рабоче-крестьянскую меня. Вот. А к чему все это я? А к тому, что встретила я ученицу, которая мне привет все, привет. К тому, что я встретила сегодня ученицу, и она мне спрашивает, типа, ну блин, ну как же так? Ну из серии того, что если вот так же, как ты, снять сейчас помещение, нанять людей, делать рекламу такую, типа какая... Спасибо большое, мне комплименты сыплются. Да, ну не знаю, я сегодня реально рабоче-крестьянская какая-то. Вот, то типа какая гарантия, что у меня все получится? Понимаете вопрос? То есть человек видит меня на срезе сейчас, вот как я сейчас, через там 9 лет бизнеса, и говорит, если я сделаю все точно так же, как ты сейчас, у меня получится то же самое. Так вот, ответ нет, никаких гарантий абсолютно нет. Вот. И по этому поводу я решила провести эфир, потому что, мне кажется, у всех такие же вопросы есть. Ну, типа, вот мы смотрим на успешных людей каких-то, да, вот там, не знаю, там, помимо меня много замечательных кондитеров, которые я не буду имена говорить. Да, ну, много, вы сами знаете, замечательных кондитеров, которые хорошо делают торты. Там ведут там уроки, не ведут уроки, это уже другой вопрос. Добились каких-то там результатов, там более-менее выдающихся, на которых есть смысл посмотреть. Но что говорить, вот я про Москву, да, знаю. Вы наверняка знаете в своем городе, какие у вас есть, ну, как сказать, кондитеры, на которых есть смысл равняться. Дорогие мои, помним, что со связью у нас, как всегда, жопа, потому что мы находимся в лучшем микрорайоне Москвы, называется Лефортово. Да, я надеюсь, что даст нам провести все-таки, вот, малина торт, вот. Ну и к тому, что какие гарантии того, что... Да, скромняшка у нас. Да, какие гарантии того, что вот получится все точно так же? Какие гарантии? Так вот, никаких гарантий абсолютно нет. Потому что если вы скопируете бизнес на том этапе пути, на котором он находится, вот как вы его сейчас видите, да, без всех предварительных этапов, которые он прожил уже, да, вы, скорее всего, ничего не добьетесь. Здесь я всегда рассказываю историю, просто вживую довольно часто веду такие занятия. А вы знаете, да, что у меня 20 января прям по бизнесу большой-большой курс, я прям буду показывать, как там в Инстаграме что делать, прям как вот этот вот делать, чтобы сразу в WhatsApp попадать, как привлекать, как не привлекать. Прямо технически все буду показывать. Сегодня что-то... Все за нас. Сегодня все за нас. Сейчас мы все включим. Мы не сдаемся. Вот. Буду показывать. Короче, 20-го у меня прям серьезный курс есть по бизнесу. 20 января он онлайн есть. Он есть, кстати, и вживую. Лучше вживую приходить, что вживую я на больше вопросов успеваю ответить, но вживую, как бы, я считаю, что передается магия. Патраковская магия, она передается. Вот. Ну, короче, смысл такой, что рассказываю историю о том, любой бизнес, любое развитие, оно переживает несколько этапов. И на каждом этапе мы по-своему с разными людьми работаем, по-разному рекламу даем, разные деньги крутятся у нас. Но это так, как бы так мозгами это мы понимаем. Вот. И если скопировать на каком-то этапе без всех предварительных, то, скорее всего, у вас бизнес не получится. И тут я рассказываю всегда пример. У меня работала фотограф Наташа Казакова. Блин, я надеюсь, что она не смотрит этот эфир, конечно же. Вот. Она работала в тот период, когда мы уже переехали в большое помещение, у меня уже было хорошо заказов, у меня уже работали сотрудники, у меня уже был логотип. То есть, чтобы вы понимали, он не всегда был. У меня был уже тогда сайт, у меня уже тогда был раскрученный ЖЖ соцсети, и было много-много-много-много, ну, то есть такая прям насыщенная вещь. Вот, да, и я работала еще раз, я торты делала, школы тогда практически не было.
Так вот, Наташа, она фотограф, еще раз повторяю, она посмотрела на то, как это функционирует, вот, и продала дачу на Рублевке и стала делать свой фотобизнес, то есть бизнес-фотостудию. Я молчу, что бизнес разный, это вообще, ну, то есть вы понимаете, да? А я вам тоже, кстати, часто очень рассказываю о том, что бизнесы у нас разные. Разные, то есть если ты разные города, они по-разному немножко строятся. Если ты работаешь на корпоративные сети или на детские там клубы, или просто на соседей, или там по интернету, или в соседнее кафе отводишь, или делаешь только детские, или только свадебные торты, то у нас по сути с вами тоже разные бизнесы. Понимаете меня, да? То есть, а тут вообще принципиально разный вопрос. Ну, короче, что она сделала? Она продала дачу на Рублевке. Я молчу, конечно, про дачу на Рублевке. Вот. Да, ты слышала эту историю, да? Короче, так она не по шагам, она решила вот тот момент, который она пришла и видит, как все работает, понимаешь? Она вот этот момент решила повторить без предварительных шагов. То есть она продала дачу на Рублевке, сняла помещение в центре Москвы, накупила оборудование примерно так на лям. Она, купила машину, это без проблем, пожалуйста, с машиной ничего не будет. Сделала сайт сразу, сделала логотип сразу, сделала... Рекламу дала в интернете сразу, наняла каких-то там подрядчиков, субподрядчиков, все хорошо сразу. Она не учла единственного, что я это помещение снимаю только потому, что я могу себе позволить такое количество денег потратить, потому что у меня есть такое количество заказов. И я, грубо говоря, к этому там 2 года шла, работала, и только когда у меня появилось такое количество денег, я начала снимать это помещение. Потом я, например, сделала логотип, когда я уже поняла, грубо говоря, какой у меня клиент, что мне нужно, что мне нравится. То есть время прошло сколько. Она же вот все сделала один в один и сидит, ждет такая, что все сейчас заработает, как у Патракова. У Патракова же идут заказы. Так они мне не идут заказы, они мне 2 года нарабатывались, эти заказы. Это был 3-й или 4-й год работы. 2 года нарабатывались, они не идут, они просто повторяются уже, понимаете, да? Вот, да, у меня уже оборот такой, махина такая работала, что заказы, они как бы захватывались сами, соответственно, столько народу знало, вот. О, привет, Вика. Да, а у нее, соответственно, было заказов вот столько, ее знал практически никто, и она думает, что можно сразу так. Так вот, умоляю вас избежать этой ошибки. Если вы видите, как хорошо у кого-то что-то работает, то есть это сейчас особенно очень модно, там, не знаю, а давайте все там... Таких умников дофигища, все правильно говоришь. А давайте там, не знаю, вот у него там работают, там, не знаю, вот в обучающей сфере, например, продающий вебинар какой-нибудь, или там в прямом эфире что-то готовим. У него работает. Не факт, что у вас будет работать, потому что у него уже, например, известность такая, что у него на этот, например, прямой эфир, вот у меня 7 человек в прямом эфире, да, а у него на прямой эфир, например, подключается мгновенно, никого конкретно не имею в виду, может быть 5000, понимаете? И любой вот там, вот не знаю, выход в прямой эфир, соответственно, можно хоть что тут готовить, в любом случае кто-нибудь что-нибудь купит, например. Вот, понятно, да? Или кто-нибудь что-нибудь там, не знаю, торт закажет, еще что-нибудь сделает. Разное количество, разная аудитория, разный бизнес, разные схемы развития. Вот, поэтому, если вы видите, что у какого-то известного кондитера хорошо получается, там в рекламе я имею в виду, да, в рекламе, в построении бизнеса, что-то получается хорошо, это вовсе не значит, что вам надо тупо это повторять и тупо это слизывать. А что же делать? Сейчас рассказываю, что же делать. Первое, конечно же, что же нам делать-то? Попить кофе, пока у нас связь налаживается. Конечно же, надо прийти 20 января, во-первых, ко мне на курс по бизнесу, чтобы разобрать конкретно ситуацию и конкретно, как это строить прямо с самого начала. Но в общих чертах это смысл такой. У нас наш бизнес кондитерский переживает несколько этапов. Это первый этап, это рождение. То есть это ты такой проснулся, все, я кондитер. Вот, да. Второй этап – это как бы такое младенчество. Попить кофе – хорошо, все верно. Да, второй этап – это типа младенчество такое. То есть ты такой делаешь тортики, пока что стрёмненько, такой думаешь, боже мой, вроде ничего, но хочется печь-то прет. Вот. Следующий этап, например, да, ты печешь торты для своей семьи, то есть ты уже как бы, ты такой все, бисквит уже умеешь делать, один, вот, печешь торты для своей семьи, все вроде едят, все хвалят,
И тут ты задумываешься такой, боже мой, а может мне сделать бизнес? Вот. И это как бы такой же переход к бизнес-мозгам. Идет человек на курсы, не идет, это другой вопрос. Я сейчас считаю, что курсы сокращают время, реально быстрее человек учится. Я реально так считаю сейчас. Вот раньше я, кстати, так не считала. Это к тому, что у меня тоже меняется мнение, но не всегда одинаковое. Вот. Это сейчас сокращает время. Ты получаешь готовые рецепты, готовые отработанные схемы, отработанные. Ты получаешь некоего наставника, у которого потом можно мучить. У меня есть ученики, которые мучают уже 5 лет, 5-6 лет, и они все равно что-нибудь спрашивают. И это большая радость, когда есть у вас такой человек, у которого можно что-то поспрашивать, как-то его там, ну, какие-то вопросы позадавать по теме, не по теме вообще. Ну, вот. Привет, 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 мои хорошие все. Да, связь иногда прерывается, поэтому... Я иногда пью... Ой, что-то у меня в горло попало. Иногда пью кофе. Вот. Рассказываю сегодня о том, и можно будет пересмотреть эфир, что на начальных этапах очень важно, да, понимать, что ты на начальном этапе. Наверное, вот так вот. Чтобы ты понимал, что ты еще младенчик, чтобы ты понимал, что ты еще детеныш, что ты там растешь и развиваешься. Не надо сразу вкладывать бешеные деньги там, в Яндекс, в рекламу, в ту же рекламу на Ютубе, в Инстаграме, в Ютубе. Не надо распаляться так много. Это все должно быть постепенно, невозможно сразу бежать там, не знаю, марафон, понимаете меня, да? Здесь то же самое. У бизнеса у него реально есть степени развития, у него реально есть как начало, как расцвет, так и умирание или перерождение в что-то другое, вот. То есть у каждого бизнеса это существует. Так вот, что делать на каких-то этапах? То есть, еще раз, сначала мы просто делаем для себя, потом для родных и близких, да, потом мы заводим Инстаграм, думаем, боже мой, как же продавать? Пока просто выкладываемся в Инстаграм, долбим и много рассказываем о себе, например, о том, какие мы классные, как мы делаем хорошо. То есть мы привлекаем своей личностью, потому что пока что, честно сказать, привлекать особо нечего. Бывает, и мастерство еще недостаточно, или там еще непонятно пока, что прет, там все подряд делаешь, и так далее, и так далее. На этом этапе мы не вкладываемся в рекламу, на этом этапе мы не делаем логотип, на этом этапе мы там, хорошо, если название примерно, там хотя бы как-то понимаем, что нам нужно. На этом этапе нам надо понять, вообще будет бизнес или не будет бизнес. Само собой, не надо делать сайт. Сейчас вообще сайты это как бы мертвый груз. Вот, само собой, хорошо, пока сигнала нет. Если пока сигнала нет, Оля пьет кофе. Вот. То есть не надо в это время, не надо еще пока вкладываться. Потом вы понимаете в какой-то момент, что пора идти дальше. А что для вас есть вот это понимание? Как вы понимаете, что пора идти дальше или не пора идти дальше? У нас есть, так как мы говорим все-таки о бизнесе, есть замечательная метрика. Что такое метрика? Вы знаете, наверное, да? Это замечательный такой параметр, по которому мы можем узнавать, хорошо мы двигаемся в бизнесе или нехорошо мы двигаемся в бизнесе. И что это? Напишите мне, пожалуйста, вы и так это все знаете. Правильно, бабосики. Бабосики. Или мы их зарабатываем, или мы их не зарабатываем. Так вот, я считаю, что бизнес состоялся, и вообще есть смысл идти дальше, если вы в месяц грязными, то есть это общий приток денег, получаете 50, 60, 100, 150 и больше денег. Это некий такой признак того, что у вас как бы пеналом-то. Вы понимаете, что я сижу всегда в одном и том же месте, перед нами ничего нет, никаких там зданий или еще чего-то. Почему сигнал пропадает? Это загадка. Итак, еще раз, наш знак того, что у нас все получается, это бабосики. Если мы их получаем, они к нам приходят, да, вообще грязным, еще раз, получаем. Мы не говорим о распределении, о прибыли, мы пока не говорим о себестоимости, мы пока не говорим о том, сколько из этого там заработано, мы говорим о том, вообще получается нам их привлекать с вами или нет, то есть вообще продавать у нас получается, люди покупают, что мы делаем в итоге, или не покупают. И это признак того, что значит все идет правильно. Еще раз, сумма есть признак. Если вы делаете один торт в месяц, это ни хрена еще не бизнес. Если вы делаете там база, прием. Так, если вы делаете 5 тортов в месяц, это тоже еще не бизнес. Только где-то после 20 тортов в месяц начинается уже так более-менее, можно говорить о том, что у вас получается. Но еще раз, порядок цены, то есть деньги, чтобы вы... То есть не 5 тортов бесплатно я делаю, там 20 своим родным и знакомым, да, а что вы за это еще и деньги получаете. То есть вы должны, еще раз, мерить даже не тортами, потому что торты вы бесплатно, я знаю, любите отдавать, особенно на первых порах, когда очкуешь от каждого там торта, который отдаешь, да, а именно
именно деньги. Те деньги, которые вы, соответственно, получаете. Как только вы, некоторые, еще раз, меньше 50 тысяч, я считаю, что это еще раз грязными. Из них минимум половина – это ваш расход вообще-то, да, то есть там 20-25 тысяч приход. Но это вот уже бизнес. И вот тогда, да, имеет смысл как бы переходить на какую-то следующую ступень. Я не знаю, вот сейчас у меня 15 человек смотрит, а все уже, да, виснет. Вот, виснет уже этот самый, да, вон Виктория говорит, что не считала, сколько сделала в месяц, а надо считать, да, а ты у меня ни на одном бизнесе еще не была. Посмотри, у меня 20 января будет бизнес, будет прямая трансляция раз, запись с этой прямой трансляции будет два, и, ну, вживую вряд ли ты, конечно, сможешь прийти, ты же где-то у меня очень далеко живешь, да, и если получится, подключись к этому, потому что там в прямом эфире, это в дневное время проходит, но в прямом эфире я на вопросы отвечаю, еще там что-то, надо считать, я засчитать всегда, как только вы не считаете, вы теряете, ну, как бы охват, вот, можно не считать, когда у тебя считает кто-то другой, но считать это необходимо, потому что это некое, это как за весом перестать следить, понимаете, да? Как только за весом перестаешь следить, вот, у тебя вес по-любому что-то с ним происходит. Здесь то же самое. Мы с вами делаем бизнес, чтобы зарабатывать бабосики, деньги зарабатывать, деньги, деньжищи, вот, миллионы и миллиарды. Но миллиарды не знаю, кстати, но я думаю, что тоже возможно. Вот, миллионы, тоже не знаю, но тоже думаю, что возможно. Но к тому, чтобы этот критерий зарабатывания денег, вот это важный момент. И если вы его не считаете, то, скорее всего, вы не знаете, значит, на каком этапе вы находитесь. Вы должны понимать, что, грубо говоря, меньше 50 тысяч ты еще там в 3 классе, а как только там 51 тысяча, ты в 4 класс перешел. И не давай себе спускаться обратно в 3 класс. Вот тут, вот этот момент важен. Потому что из этой суммы, как только ты знаешь сумму, ты уже дальше можешь уже считать. Соответственно, сколько из этого прибыль, сколько из этого накладные расходы, сколько себестоимость и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Еще раз напоминаю про 20 января, мне кажется, я вас затрахаю сегодня этим 20 января. Да, придите, я там четко рассказываю, как посчитать, как мне к этому реклама от одноклассников пришла этими иероглифами. Вот. Я рассказываю там, да, с Рождеством вам всех. Я ссылку, кстати, запустила по Инстаграму, так что всем придет моя поздравляха с Рождеством, не переживайте. Опять, она всегда приходит, кстати, в разное время. У меня там пишут, что вы мне в 5 утра пишете. Это не я в 5 утра пишу, это Инстаграм вам в 5 утра пишет, я тут вообще ни при чем, я уже все отправила. Вот. Может быть, 30-ка. 30-ка, в принципе, хорошо, это где-то вот, ну, это вот где-то еще детеночек, еще пока не бизнес, еще пока даже не самозанятость, пока что это хобби. Вот. Как только ты понимаешь сумму свою, как только ты ее понимаешь, дальше ты уже из нее должен понимать, когда ты все правильно посчитал, сколько из этого прибыли, сколько ты можешь тратить уже на рекламу на какую-то. Вот Виктория пишет, что у нее все куда-то уходит. Конечно, уходит. Поверь, потратить деньги, я тебя умоляю. У какой женщины, когда проблемы были с потратить бабосики? Вот есть реально, у меня нет. Меня при этом сумма не волнует. Я могу потратить, есть 1000 в кошельке, я 1000 потрачу. Есть 20, я 20 могу потратить. Понимаете? 100 могу потратить. У меня были такие месяца, когда я, ну, как бы, и такие суммы у меня бывают. Вот. Надеюсь, что они будут как можно чаще, каждый день будут такие суммы. Вот. Но потому что потратить вот реально не проблема. Но ты должна для себя понимать. Ты их просто просрала, понимаешь? Это твоя зарплата, ты молодец. Вот, понимаешь? Или ты просрала вообще, то есть ты просрала, как тебе объяснить, или ты залезла в долги, ну вот так вот, грубо говоря, понимаешь, да? Потому что из каждой суммы, которую мы получили, мы должны оставить сумму на закупку обратно, на вложение, на еще что-то. Это ведь не все прибыль-то, вы понимаете, да? Это не все прибыль. Еще раз, считать, рассказываю четко. На какой-нибудь курс мой по бизнесу платный только запишитесь, я там четко рассказываю, как это считать. Вот, потому что это очень важно. И там вы понимаете, что из 100 тысяч, грубо говоря, только 20 это твоя зарплата 20 тысяч. 20 тысяч можешь потратить. А остальное у тебя это обратно купить продукты, это заплатить за рекламу и так далее, и так далее, и так далее. Там у нас много статей расходов. При этом мы же еще должны с этой суммы откладывать на развитие. Если вы на развитие не откладываете, то все, бизнес не будет развиваться. Ты должен понимать это. И это всегда, ну как бы вот если ты не считаешь, что все, капец бизнесу, абсолютно точно. Вот. Так вот, еще раз.
когда мы с вами на начальном этапе находимся, то есть еще как бы вот, ну вот я так понимаю, что большинство из 19, из мега количества участников, да, большинство еще пока что у меня совсем детятки, младенчики ползают пока что еще. Вот. Если вы думаете, что я там мегазвезда, кстати, тоже нет. Я знаю намного лучше, дороже, кто дороже себя продает кондитеров. Вот. Соответственно, вы пока что детятки, и вам надо вот это осознавать, что детятки не тратят на рекламу. Детяткам надо реально научиться ходить. Что для нас научиться ходить? Для нас научиться ходить – это отработать рецепты, повысить мастерство, чтобы мы на один торт не тратили, сутки на декор, а тратили час на декор. Вот у меня только что был курс, например, со Светой мы 4 торта декорировали, где-то у меня там в карусельке есть, там много лайков набрало, 4 торта декорировали. У нас 4 торта вот у Светы заняло с 11 и до 6 вечера. Да, то есть, по сути, 7 часов, 6, там перерыв был на обед. Вот. Я на них потрачу минут 40, мать вашу, понимаете? Вот. И я об этом вам говорю, что и не надо тратить время на рекламу. Пока не занимайтесь тем, что что-то считать, вот еще пока вы малыши совсем. Ваша задача отрепетировать бизнес-процессы, производственные процессы, чтобы вы справлялись прям как можно лучше отточить мастерство. Вот на этом этапе надо идти на курсы, но на какие-нибудь не очень дорогие. Не 130 тысяч, там, например, да, а там 5, 6, 7 до десятки максимум. Вот, больше нет смысла. Если есть курсы там за 3-5 тысяч, за 3-5 сходите тысяч курсы. Есть онлайн, смотрите. В онлайне сейчас плюс какой. Я сейчас все, кстати, на онлайн в основном ориентирую. Онлайн, он вам остается видосы. То есть вы в принципе, понимаете, эти видосы как бы купили навсегда. Вот, это сейчас огромный плюс онлайна. Потому что все, что лично я преподаю, это круто. Не, ну там торты простые. Так, все, не уходим в депрессию, там простые торты. Вот. Потому что все, что происходит сейчас вживую, у него есть свои плюсы, и плюсов много. Вы вживую меня видите, я же говорю, впитывается потраковская магия там какая-то. Вот. Если вы это делаете онлайн, у вас и плюсы, и минусы. Но из плюсов там вы видосы навсегда покупаете. И вам пока это выгоднее. Это выгоднее, потому что вы можете пересматривать, как там Патракова перед вами делает там какую-нибудь фигню, там, не знаю, красный бархат. Красный бархат 20 раз вы можете посмотреть, как я красный бархат готовлю. Я вам вживую 20 раз, ну нет, я покажу, смотря сколько денег, конечно. Вот. Понимаете меня, да? То есть вот ваша задача на начальном этапе отрепетировать мастерство, нарабатывать. И при этом я не устаю повторять, что надо нарабатывать сразу и продажи. Несмотря на то, что сейчас хороший высокий уровень фотографии идет, хороший уровень мастерства, все равно надо учиться стрёмно продавать хотя бы как-то. Вон у нас с вами Алина пишет, что у нее денек на один, ну смотря какой. У меня тоже бывает и денек, и два, знаешь, смотря что. Мои сладкие, спасибо за добрые слова, буду учиться. В тетради записано, иногда забываю вписывать заказы. Вписывай, потому что, знаешь, что вот у меня, например, почему я всегда веду учет заказов четко. Потому что может быть такой момент, что к тебе позвонит заказчица и скажет, вот вы год назад мне делали, сделайте мне так же. А ты такая, кто вы? Что я вам делала? Не помню. Вот, понимаете, вот об этом речь, что надо все равно этот момент как сказать, там, прожить, что ли, да? Вот. Так, сейчас я кофейку выпью еще. С сердечком у меня кофеек. Вот. Понятно? Ну, то есть основной мой посыл сегодняшний, что если вы смотрите на мастеров и мэтров, которые работают офигенно и замечательно, помните о том, что это просто их ступень развития. То есть у них просто бизнес, они в 10 классе, а вы, например, в 1 или 2. И вам не надо решать те же задачи, как у них. Вам не надо делать бизнес такой же, как у них. Потому что вы в 1, 2, 3, 4 классе, у вас вообще другие задачи. Вы должны другими вещами заниматься. Не надо слепо копировать то, что блестит красиво переливается, и кажется, что это так легко. Ну, все знают, что там, слепить мишку, когда ты его никогда не лепил,
обычного, простого, тебе кажется какой-то невероятной задачей. Я леплю мишку, ну, тоже там 10 минут, да, ну, какого-то простого мишку. Совсем простого мишку 2 минуты могу лепить. Вот, сложного мишку я вообще лепить не буду, например, отдам кому-нибудь, потому что я знаю, что я сложного мишку не слеплю, например. Вот, да, а вы будете мучиться и страдать, и 5 дней его лепить или там еще что-то. То же самое с заказами. Сложные заказы хочется брать. Вот. Но не надо их брать сразу. Но это вот то же самое, как вот, хорошо, смотришь, например, на мастерскую, которая офигенно работает. Все, там куча народу, куча заказов, там огромные свадебные заказы, огромные свадебные торты и все такое прочее. И ты думаешь, блин, хочу так же. Все, я с завтрашнего дня все вкладываю бабосы, продаю дачу на Рублевке, вкладываю бабосы, нанимаю 50 киргизов, короче, все, договариваюсь со свадебными агентствами, будем делать такие торты. А ты умеешь делать такие торты-то? А ты такие торты еще делать не умеешь, понимаете? Вот, вот. А еще просто рано такие торты делать. Надо еще микротортики маленькие делать. Бынь-бынь-бынь-бынь-бынь, 1000 штук. Вот. Ладно, дорогие мои, побежала я работать. У меня сегодня тортик рысь и какая-то куча ягодного суфле. Ягодный мусс. Какое-то мега количество килограмм. Да, всем передаю огромный привет. Саварина Марина к нам подключилась в самом конце. Пожалуйста, смотрите мои прямые эфиры. 20 числа жду на бизнесе. 14 числа жду на... Спасибо за сердечки. 14 числа жду на кондитер с нуля курсе. Это онлайн-курс. Вот, пожалуйста, учитесь печь, отрабатывайте свое мастерство, чтобы у вас получалось легко и свободно. Вот. Еще раз желаю всем хорошо отпраздновать, я не знаю, Рождество мы празднуем или не празднуем, кстати, как-то просто с Рождеством всех. Вот. Люблю, целую. Всегда ваша Патракова. Ну и все вопросы куда-нибудь там в директ можно мне писать. Я всем отвечаю, все делаю. Да.